Индикатор часовой из Углича. Узнаваемые и уже культовые часы от мастерской Сергея Волкова. Друзья, всем привет! С вами Виктор, вы на канале про часы, и сегодня мы смотрим и обсуждаем индикатор из Углича. Это действительно уже культовые и узнаваемые часы. Практически полностью на 100% сделаны в России, кроме сапфирового стекла. Я уже был в мастерской Сергея Волкова, показывал вам процесс, Сергей отвечал на многие вопросы, и благодаря этому видео многие познакомились в принципе с брендом Индикатор, с Угличем, с Сергеем Волковым, и один из моих подписчиков, Михаил, решил приобрести себе эти часы, на которые мы с вами сегодня будем смотреть, а после они уже к нему отправятся. Часы действительно интересны, в них много классных деталей, но особенно покупателями ценится ручная работа и штучность производства. Это не серийный выпуск, каждые часы делаются исключительно под заказ, под клиента, и каждый клиент может немножко поменять дизайн, сделать часы под себя такими, какими он их хочет видеть. Есть два типа диаметра корпуса. Мы с вами сегодня посмотрим на маленький индикатор, а большой многие из вас могли видеть опять-таки в видео из мастерской Сергея Волкова. И конечно, можно менять оттенки циферблата, либо это какие-то более-менее стандартные цвета, а кто-то выбирает яркие красные, синие и другие оттенки, а Сергей Волков с удовольствием сделает для вас уникальный индикатор, который будет радовать именно вас. Все контакты Сергея, конечно же, ждут вас в описании под этим видео. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, пишите в комментариях. А теперь давайте посмотрим на индикатор «Достойнейшие часы». Поехали! Итак, приступаем к обзору. Вот в таких деревянных пеналах поставляются часы Индикатор. Здесь нет каких-то сложных коробок. И мне кажется, эти пеналы еще раз подчеркивают ручной труд. То, что это сделано не где-то на большой фабрике, а в маленькой уютной мастерской в городе Углич. Аккуратно лежат часы. Давайте доставать, давайте изучать. Что такое вообще индикатор? Если вдруг кто не знает, это специальный измерительный прибор, который знают все инженеры, и именно по образцу, по подобию индикатора и сделан дизайн этой модели. Это, по сути, первые часы Сергея Волкова, его мастерской, его ателье, как он сам себя называет. И он пытался сделать уникальный дизайн, он пытался сделать что-то не похожее на остальные часовые бренды. С этими часами он приезжал на выставки, где именитые мастера сказали, что да, это имеет место быть, да, это уникально, да, это узнаваемо. И как уже можем судить сегодня, Сергей не прогадал, и часы действительно стали культовыми. По всему миру Сергей продает свои часы, это и Россия, конечно же, и Европа, и Америка, и Северная, и Южная, и даже в Австралии есть большой клуб любителей индикаторов, то есть часы, которые объединяют людей по всему миру. При этом практически на 100% российские часы. В данной модели использован механизм полет. Да, механизмы эти уже не выпускаются, механизм из старых запасов. Конечно, все они перебираются, все они проверяются. Сергей нашел и закупил большую партию механизмов полет еще в заводских упаковках. Да, сейчас уже не так легко их найти. Тем не менее, механизмы сохранились. Конечно же, они проходят полностью проверку, обслуживание, полный репассаж, смазку. Выверяется их точность хода, чтобы в часах был идеальный, полностью на 100% рабочий механизм. Корпуса, стрелки, циферблаты – все это делается непосредственно руками мастеров ателье Колибрика Дизайн в городе Углич. А сапфировые стекла, здесь выпуклое сапфировое стекло выступает слегка над корпусом, дает красивый эффект перелива. Сапфировые стекла здесь, увы, китайские. Ремешки тоже делаются под заказ, можно выбрать удобный вам формат, размер, цвет. И пряжка здесь тоже титановая, выполнена индивидуально в мастерской Сергея Волкова. Видим здесь колокол, символ города Углич, и уже символ этого бренда. Какие же бывают индикаторы? Есть два размера, 44 мм, так называемый большой индикатор, это 38 мм диаметр корпуса, индикатор малый. Давайте посмотрим с вами на все габариты. Так, диаметр корпуса 38 мм, толщина часов с выпуклым стеклом 13 мм, расстояние между ушками в данной модели 45 мм.
Кстати, по ушкам также часы отличаются. Здесь, скажем так, классические два ушка, но и есть часы с одним ушком посередине. Да, это, возможно, выглядит интереснее, но уже не так легко подобрать и заменить ремешок. Ну, здесь, конечно, дело каждого, дело вкуса. Могу сказать, что вот в таком классическом варианте 38 мм очень хорошо сидит на руке, но если вы хотите большой индикатор, то, наверное, я бы брал именно с одним ухом, потому что тогда ремешок уходит больше вокруг запястья, и ушки не так выступают, то есть часы не будут выпирать за пределы вашего запястья. Что здесь по корпусу? Титановый корпус, видим надпись «Индикатор» сбоку. Здесь есть еще пустое пространство, ну, можно, конечно, нанести туда какую-то другую надпись. Безель рифленый, крепится на винтах. Вы видите, здесь 3 винта по его периметру. Сапфировое стекло. Задняя крышка завинчивается. Здесь видим надписи «Индикатор часовой тип ИЧУ», что означает индикатор часовой из Углича или индикатор часовой универсальный. Цена шкалы 5 секунд 10 минут, титан 38 мм, полет 31,05, 50 метров водозащита, Россия, Углич, индикатор часовой. Да, это однострелочник, да, что самое важное. Здесь есть малая секундная стрелка, а вот основная стрелка только одна, и она часовая. Однострелочники — это вообще что-то особенное в часовом мире. Не все бренды позволяют себе так экспериментировать. Из наших, наверное, самый популярный — это минский однострелочник Луч. Ну и теперь вот индикатор от Сергея Волкова. Есть, конечно, некоторые и западные бренды, которые так делают, но, опять-таки, это большая редкость. Вкратце расскажу, если вдруг кто не знает, как пользоваться часами с одной стрелкой. Опять-таки, у нас здесь указана цена деления даже на самом циферблате 10 минут, то есть мы выставляем стрелку на 0, в данном случае, опять-таки, 0 использует Сергей вместо 12, ну, 0 часов, либо 24 часа, и дальше у нас стрелка делает один оборот полный за 12 часов. Соответственно, есть и часовая разметка. Вот, например, сейчас у нас 6 часов, 6:10, 6:20, 6:30, 6:40, 6:50, 7 часов ровно. По сути, определять время несложно, но, конечно, если вам нужна большая точность до минуты, до секунды, то, наверное, это не совсем ваш выбор. Например, как мне рассказывал Сергей Волков, некоторые фанаты этих часов назвали их лучшими часами для курения сигар, когда ты никуда не спешишь, можешь наслаждаться, расслабляться, не торопиться, ну а, собственно, время плюс-минус они тебе показывают. То есть ты просидел час, 2 часа, либо 3, это уже не столь принципиально. Ну а малая секунда в данном случае дает нам понять, что часы в принципе идут, и движение все равно в механических часах хочется. Если бы не было еще и секундной стрелки, возможно, для кого-то это было бы минусом. Хотя делает Сергей и совсем однорукий, скажем так, индикатор без секундной стрелки, только одна центральная часовая, ну и тогда действительно не всегда понятно, идут часы или нет. Хочется обратить внимание на детали. Здесь очень классно действительно обработан корпус. Титановый корпус. Есть два типа. Есть титан, есть сталь. Титан более популярный. И из титановых корпусов Сергей как раз таки и начинал. Мне кажется, что правильнее приобретать именно титановый. Он имеет свой специфический серый оттенок. Очень красиво это выглядит. Есть и матовые, и полированные грани. Шикарно сочетаются. Ну, работать с титаном не так уж и просто. Кстати, титан отечественного производства, сырье российское здесь. Заводная головка тоже очень интересный элемент в этих часах. Здесь две, скажем так, резиночки, которые выполнены из серьезной резины. Такая используется в дорожных отбойниках. Она не стирается и здесь используется для лучшей сцепки с заводной головкой. То есть нет каких-то рифлений, насечек, а вот такие две резиночки, которые, ну, вытащить, наверное, можно, но очень крайне сложно. Симпатично это смотрится и очень хорошо в руке сидит заводная головка. Никаких проблем управления часами здесь нет. То есть без проблем стрелка переводится, хороший надежный хват. Ничего плохого я в этом не заметил. Симпатичное решение, опять-таки уникальное, таких решений немного. Что касается циферблата, он здесь выполнен как бы в два уровня. На верхнем по периметру нанесена основная часовая разметка с накладным нулем, остальные метки сделаны там по печатью.
а внутри есть красная разметка 24-часового формата. Надпись «Индикатор», Углич, цена деления 10 минут и малая секундная стрелка тоже со своей секундной разметкой. Перед тем, как снимать этот обзор, я опубликовал несколько фото в своем телеграм-канале и предложил вам задавать вопросы. И был один очень важный вопрос, существенный, по поводу написания бренда «Индикатор». У некоторых вызвало диссонанс, что он здесь написан латиницей, а не кириллицей, хотя часы вроде как российские. Но я могу сказать, что сам Сергей Волков тоже подписчик моего телеграм-канала, и там он с радостью на этот вопрос ответил. Если вкратце, все дело в дизайне и истории. Слово само по себе здесь латинское, ну и латинским написанием оно выглядит, по крайней мере на взгляд Сергея, более правильно, хорошо вписывается в концепцию именно данных часов. Конечно, у вас может быть свое мнение, приглашаю вас и в свой телеграм-канал, где можно вести беседу и общаться даже непосредственно с производителями часов. Красиво выполнены и ксененые стрелки, это никакая не краска, это самое настоящее воронение, термическое воронение. Классно смотрится, отлично выглядит и на свету, и вообще циферблат, мне кажется, сделан очень аккуратно, очень достойно. Ну а что касается механизма, в данном случае полет 3105, достойный механизм, хорошо себя зарекомендовал, надежно работает. Ну и конечно, если вдруг что-то у вас с часами случится, да и просто периодически механические часы нужно обслуживать, отправляете в Углич, вам часы ремонтируют, вам часы обслуживают, восстанавливают, если какие-то появляются вдруг дефекты, и вы получаете обновленные свои любимые индикаторы. Так что в этом плане никаких трудностей нет, но единственное, разве что проблема может быть отправки часов, но решить это всегда можно, найти какие-то варианты. Что касается цены, минимальная стоимость индикатора 200 тысяч рублей. Но она может немножко отличаться в большую сторону, если вы добавляете какие-то свои нюансы, но незначительно. Да, конечно, это не самая маленькая цена, да, конечно, в этой цене уже огромнейший выбор часов, но опять-таки надо понимать, что у каждого свой вкус, у каждого свои ценности. Я считаю, что эти часы абсолютно заслуживают свою стоимость. Это уникальный штучный продукт с ручным трудом, особенного дизайна. Да, можно купить швейцарские часы на очередном механизме ИТА, которые наверняка будут неплохо сделаны, будут хорошего качества, но таких часов уж очень-очень много. А если вы хотите что-то особенное, то чего, практически наверняка не будет у других людей в вашем окружении, то индикатор с этой задачей справится просто на ура. Это уникальный продукт, это интересное решение, это свой харизматичный, очень харизматичный дизайн и надежные, серьезные часы. Я не думаю, что кто-то из швейцарских производителей сможет вам предложить за такую стоимость настолько уникальное решение. Вот таким образом смотрится индикатор 38 мм на моем запястье. У меня обхват руки 17,5 см. Неплохо выглядит, аккуратно и привлекает к себе внимание. В принципе, мне нравится, как сидит и большой индикатор диаметром 44 мм, но при условии, что там одно ухо, чтобы ремешок сразу уходил вниз, иначе тогда уже ушки слишком выпирают и мне не совсем комфортно. В данном решении все сидит просто отлично. Так что если у вас запястье небольшое, рекомендую присмотреться именно к маленькому индикатору. Как итог могу сказать, что мне действительно очень нравятся эти часы. Я ценю и уважаю Сергея Волкова, его команду, ребят, которые все это делают своими руками из нашего сырья. В маленьком городе Углич создают уникальные шедевры, которые покоряют мир, и тем самым ребята вносят свой очень существенный вклад в развитие отечественной часовой отрасли. Так что уверен, и вы высоко оцените эти часы, когда они окажутся на вашем запястье. Спасибо, что смотрели это видео, пишите ваши мысли в комментариях и обязательно встретимся в новых выпусках. Пока!